Приветствую всех на канале. Вот такой Xpeng G3 к нам в работу попал. Автомобиль не запускается. Ее вроде уже диагностировали где-то и сказали, что проблема с БМС. Сейчас попробую еще раз продиагностировать и подтвердить либо опровергнуть эту проблему. Первое впечатление от того момента, когда садишься в машину, это как сел в Tesla Model X. Панорамная крыша, такие же козырьки. Но крыша заканчивается панорамой передними сиденьями. То есть просто огромное лобовое стекло. Ладно, будем диагностировать. У нас ошибка по хвилу есть. Это я вижу даже без перевода. Потеряна связь с БМС. Связь потеряна после включения высокого напряжения. Линия ВВЛ отключена. Неопределенная ошибка. Так, ладно. В любом случае надо сейчас сохранить отчет и удалить ошибки. Отчет желательно всегда сохранять, потому что непонятно, какие ошибки потом есть. Надо их сфотографировать. Так, сейчас поудаляем все ошибки и посмотрим, что у нас будет. Будет запускаться автомобиль или нет. Дело в том, что автомобиль к нам попал, здесь уже ее диагностировали и сказали, что есть проблема в БМС. Снимали БМС, посмотрели, проверили, визуально она целая и поставили на место, и все. А проблема произошла так. Человек первый день вышел в машину, нажал, запустил ее, а запускается она просто педалью тормоза, как Tesla. Здесь, по сути, и переключатели идут, как на Тесле, на Мерседесе. Первый день она запустилась через какое-то время, а на следующий день уже автомобиль не запустился. И все. И теперь автомобиль нам привезли на эвакуаторе. Так, ошибки по связи. Это у нас задняя. Так, ВЦУ. Что у нас по ВЦУ? У нас ошибки. Ну да, что это прочитаем. Потеряна связь с БМС, неопределенная связь потеряна после включения высокого напряжения. Автомобиль у нас не запускается. То есть у нас есть какая-то проблема со связью с БМС. А вообще интересно, у нас БМС отдельная связь выходит. Так, у нас батарея не выходит на связь. Попробуем зайти сейчас в батарею через другой блок. Нету связи. У нас действительно не уходит БМС на связь. Так, короче говоря, вывод такой, что у нас автомобиль не выходит на связь БМС. И, соответственно, естественно, автомобиль не будет даже запускаться, потому что нет контроля ни за батареей. В общем-то, у автомобиля отказало, грубо говоря, сердце. Ладно, будем тогда согласовывать снятие. Да, БМС у нас не выходит ни через какой автомобиль. Будем согласовывать снятие батареи. Вернее, сначала проверим разъем, питание на разъем подходит или нет. Потом будем снимать батарейку и смотреть на БМС. Почему у нас БМС не выходит на связь. Возможно, банально просто сгорел предохранитель. Поднял этого Xpeng. Здесь батарейка стоит в алюминиевом корпусе. Здесь уже кто-то лазил, только снял защиту, и вот здесь уже было открыто. Здесь уже лазили, уже машина к нам попала после сервиса. Что-то здесь диагностировали, снимали батарейку.
вскрывали ее, и после этого автомобиль нам попал. Мне здесь понравилась вот такая вот ниша. Я думаю, очень хороший вариант для контрабанды чего-либо. Вот так вот можно здесь что-нибудь перевозить. Возможно, здесь планировалась увеличенная батарея. Для этого здесь есть место. Но эта батарея не увеличена, видимо, поэтому место осталось свободным. Но это мое предположение, ничем не обоснованное. В общем, будем разбираться, почему здесь у нас не выходит на связь БМС. Батарею снимали, проверили, вроде как БМС-ка нормальная, ничего сгоревшего нет. И я так понимаю, что здесь провода тоже проверили, и никаких дефектов здесь не выявили. Но первое, что будем делать, это прозванивать КАН. Есть ли здесь КАН и что вообще с ним здесь происходит. У нас здесь идет 3 витых пары. И надо будет прозвонить, все ли они нормально звонятся, не закручены ли они и не в обрыве ли. Распотрошил немножко разъем. Он уже был распотрошен слегка. Здесь 3 витых пары. И вот идет 1, 2, 3, 4 и одна по диагонали. Странно, но по диагонали. И сейчас хочу посмотреть, есть ли у нас здесь КАН-сигнал. Так, один у нас есть. Второй у нас тоже есть. При оцененном этом разъеме у нас ошибки в диагностике даже не меняются. Как были, так и остались. Также ошибка в гейтвее, что она не видит БМС, и БМС не выходит на связь. Что с подключенным разъемом, что отключенным. Если взять в расчет, что у нас это КАН, вот эта витая пара, вот она идет на крайние выводы, значит здесь у нас должно быть 120 Ом сопротивления. А у нас здесь 28 килоом. Но при этом здесь видно, что высокий уровень и низкий уровень, потому что здесь напряжение 2,33 и 2,7. То есть явно видно, что это у нас КАН, но при этом сюда он никуда не идет. К сожалению, полноценных схем у нас нет, но наши партнеры дали нам такие схемы. Но, к сожалению, они не совсем соответствовали, как минимум отличались формы разъема. Но что есть, то есть. Что еще должно туда приходить, не совсем ясно. Но плюс 12 вольт и минус подходят. Поэтому предохранитель даже не проверял. А на другой витой паре, которая идет рядом с тем, и где у нас сопротивление 120 Ом на батарее, на КАН-трансивере, у нас идет вот такой вот непонятный сигнал. Батарею уже вскрывали. Вроде смотрели, на БМС-ке сгоревшего ничего не было, во всяком случае явного, но есть подозрение, что там есть какая-то непропайка, потому как владелец автомобиля сказал, что в один из дней автомобиль сначала не запустился, постоял, пока человек покурил, и автомобиль запустился. На следующий день, не знаю, подряд дни были или нет, но на следующий день автомобиль не запустился. И поэтому есть подозрение, что есть непропайка, потому что если было бы сгоревшее что-то, то, скорее всего, автомобиль уже с первого раза бы не запустился. В общем, есть надежда на спасение его. Сейчас сниму крышку и посмотрим, что у нас там. Снял крышку батареи и заодно решил посмотреть, как здесь контакторы. Здесь все сделано красиво. 3 контактора, один отвечает за зарядку, и 2 контактора, которые включают уже питание вне. Предохранитель стоит, датчик тока, резистор причарджа, реле причардж. То есть здесь батарея со всеми системами безопасности. А вот, собственно говоря, наша БМС-ка. Визуально здесь провода все целые.
В общем, сейчас сниму БМС и буду смотреть. И, возможно, нужно будет где-то что-то пропаять. И все-таки, несмотря на то, что не знаю, насколько это старый бренд Xpeng, но здесь сделано все красиво, в отличие от некоторых других китайских автомобилей. Например, вот батарейка с Dongfeng. На нем стоят две вот таких вот батарейки. И здесь явно видно, что это такое себе. Стоит датчик тока, шунт с чего-то, предохранитель. Предохранитель, один контактор. Не исключено, что второй контактор стоит во второй батарее, потому что они идут последовательно. Но как-то вот так вот. Здесь провода все одного цвета с меточками. Зато на этих автомобилях очень легко найти, где что идет. Оно подписано. Вот видно CAN L, батарея минус. А здесь обычная классическая, провода, разъемы, и если нет схемы, то можно только вызванивать, что куда идет. То есть вот эта батарейка более похожа на заводскую. По БМСке видно, что здесь нету активных балансиров, есть только пассивные балансиры, и за счет этого она и балансируется. И здесь уже вот что-то прозванивали, зачищали. И продолжим прозвонку и зачистку. Сейчас немножко ее нужно будет снять, разобрать и будем смотреть. Нашел одно место, где было подозрение, потому что во время измерения контакт то был, то не был, и как раз это идет на коншину. И сейчас пропаял это место. Кстати говоря, здесь видно, что это элементы CATL здесь стоят. И, кстати, поздно я увидел, что здесь написано «сюда не лезть». Но из-за того, что я поздно увидел, поэтому считаю, что я ничего такого не нарушил. В общем, сейчас пропаял это место. Сейчас этот момент постоянно звонится. CAN есть. И сейчас подкину обратно на автомобиль. И посмотрим, заработали или нет. Кстати говоря, хочу поблагодарить Юру. Юра, привет. Спасибо тебе большое за паяльник. Очень удобная, очень классная штука. А главное, что очень мобильный, и можно хорошо работать под машиной. Не надо озадачиваться, чтобы было питание 220 вольт. Спасибо тебе большое за вот такой вот пауэрбанк вместе с очень классным паяльником. В общем, а я буду ставить его сейчас на место и смотреть, будет у нас работать машина или нет. Установил БМС-ку и сейчас подкину батарейку на автомобиль и посмотрим, что у нас с этого вышло. Появится ли у нас сигнал или нет. И будет ли работать. Ну, по крайней мере, по прозвонке все работает. Кстати говоря, забыл сказать, что здесь есть охлаждение. Охлаждение здесь жидкостное. Вон идут радиаторы по низу модулей. Как я уже сказал, здесь элементы стоят CATL. Это было видно по крышке БМС. В принципе, сделано достаточно красиво. Без каких-либо зауважень, так сказать. В общем, сейчас подкину на автомобиль и посмотрим, запустится он у нас или нет. Кстати говоря, вот здесь до снятия батарейки показывал, что здесь есть такое пространство. И, возможно, есть батареи с большей емкостью. И здесь еще модули сверху. Но здесь они не стоят. Поэтому есть место для перевозки контрабанды. Но это совершенно секретная информация, не подлежащая распространению. Но имейте в виду. Так, и момент истины, запустится она у нас или нет. Чудо не произошло. Автомобиль у нас не запустился. А ну, скинь, пожалуйста, клемму с аккумулятора. Сейчас скинем клемму и посмотрим. Так, сняли клемму, поставили, сейчас посмотрим. О, она запустилась. Так, ехать пока не хочет.
И автомобиль у нас поехал. Это означает, что работает? Так, автомобиль у нас поехал. Это уже очень-очень хорошо. Так, оглушится она, наверное, как и Тесла. Если, по идее, выйти с машины, она должна заглохнуть. Потому что здесь кнопки старт-стоп никакой нет. Интересно. Батарею установил. И теперь отпускаю, заливаю антифриз. И, конечно же, тест-драйв надо протестировать. Так, теперь БМС у нас уже вышла на связь. Так, ошибки у нас уже остались. Неожиданное отключение от питания. В общем, так, план действий есть. Все предельно ясно, что нужно как делать. Схемы даже есть. Но сейчас нас это не интересует. Сейчас удалим ошибки. Ошибок у нас нет. Так, сейчас удалю ошибки со всех блоков. Кстати, автомобиль у нас уже заряжается. Поставил его на зарядку. Вот такая интересная анимация. 11 часов 40 минут еще будет заряжаться. Она заряжена у нас почти на 60%, наверное, приблизительно. И заряжается на 4 амперами. Поэтому будет заряжаться 11 часов 40 минут. Сейчас еще все ошибки поудаляю. И посмотрим, что у нас останется. Ну и, конечно же, мой любимый тест-драйв. Судя по всему, здесь есть, по крайней мере, должен быть даже автопилот, потому что машина распознает. И по идее, если бы не работал бы какой-нибудь из датчиков, то автопилот бы тоже не работал, а он работает. И приборка чем-то отдаленно напоминает тесловскую. И монитор, как на Тесле. В общем, и крыша, как уже говорил, похожа на Tesla Model X. В общем, все здесь в стиле Tesla. Не знаю, сколько автомобиль простоял, но диски тормозные затирают. Однозначно автомобиль интересный. Как минимум, все сделано качественно. Был небольшой бокс вот этой, то, что мы пропаяли. Но в целом, не знаю, как это частая проблема, либо нечастая. Пробега на автомобиле у нас 49 тысяч 39 километров. 50 тысяч километров. Достаточно приятная машина. Очень богатая комплектация. И не знаю, правда, сколько она стоит, но ехать на ней достаточно приятно. Возможно, они были варианты с большей емкостью батареи, потому как это... Извините. Потому как эта батарея явно не максимальная. Вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Думаю, еще будет много чего интересного. До скорой встречи, всем пока и мирного неба над головой. Если сравнивать ключ с Xpeng, он какой-то космический мелофон. Вот такая вот лодочка и с такими кнопками.
отличается от любых других ключей. Вот Geely, Honda, Toyota, Volkswagen, Fiat, Mitsubishi и вот такой вот Xpeng.